Здравствуйте всем, дорогие друзья, и я в пижаме. Красивый, с медведем. Очень-очень affordable. Да. Значит, сегодня будем смотреть зомби час. 10 самых смешных видео в мире. Новая подборка 18. Я могу только сказать про одну вещь. Это про наших партнеров, да, ссылочка на которых есть в чате. Про оранжевых, естественно, да, партнеров. Ссылочка есть в чате и в первом закрепленном комментарии. Вот это я знаю. Да, и сразу видно то, что Максим фрибет свой не забрал. Он all-in взял. Так что переходите, не будь как Максим. Поехали. В этом видео мужчина осматривает недвижимость, где происходит что-то очень тревожное. Как оказалось, бездомный ворвался в дом, и это работа записывающего видео охранять Бездомный ворвался в дом. и проверять нежилые дома. Но кое-что происходит странное. Мужчина говорит, что это единственное место, которое он не любит проверять. Он часто встречает в нем взломщиков и Сразу хочу сказать, то, что заброшка уже склеивают со всех камер, и скоро будет разрывная, наконец-то. На вторую тоже на днях поедем. Вот-вот сейчас выбираем в графике дырочку, чтобы туда съездить. На бусте, кстати, ребята первые увидят. Ссылочка внизу в описании, самая первая. злоумышленников. Он снял целую серию по этому дому и о том, кто постоянно пробирается в него. Но именно это видео заставило всех испугаться. Вот что было заснято. Ayun. There is somebody in here. Скример будет, лососнешь сразу. man. Hello? Police! I know you're in there, man. А там мужик в ванной моет. Убирайся, пронырливый извращенец, или я тебя взгрею. Ну, возможно, конечно. Чё? На, говорит. Сосед посрать заходил. Одобряем. This is in your house, man. This smells like shit. Дверь открылась сама по себе, и это напугало автора. Его первой мыслью, когда он увидел, как она движется, Нормально было то, что взломщик был там. Но, как ни странно, это был не тот случай, когда он в конце концов пришел к выводу, Просто велик что взял это и был уехал. сквозняк всего лишь. Сквозняк. Взломщик вышел из комнаты, которая была пустая. Смотрящий вернулся в дом поздним вечером и записывают следующее. Что, он велосипед назад вернул? Hello? Дурак. Муха. Hello? Не, ну так нечестно. В темноте вообще сейчас, ну... Кого-то там, где-то там увидишь. Конечно, потому что темно. Сам себя шокером, на. Что за заброшенный дом, в котором
А, там стрет кто-то сидит в кладовке. Заброшенный дом со свет. Хм. Пространственно-временной континуум изменили. Это появляется быстро, но если вы Там этот. замедлите отснятый материал и увеличите масштабы, вы заметите фигуру, стоящую внутри этой комнаты. Хотя ее сложно было сразу увидеть, смотрящий это заметил. Посмотрев туда же и ничего не увидел, быстро покинул дом. Что думаете? Я сейчас сделаю вот так, а вам это, ребята, ничего не напоминает? Вот это вот. Вот это вот. Нет? Ну так, чисто. Ничего не напомнило? Кто очень внимательно смотрит? Да нет, не совсем. Следующая история и видео к истории реальные. Некоторые кадры придется вырезать и даже заблюрить. Обычные блогеры, которые в частности проводят различные эксперименты в своих видео, Встреча. решили спонтанно забраться в заброшенное здание и поснимать его. Не тематический контент для них, но то, что они обнаружат там, приведет всех в шок. Как только они зашли в здание и прошли по нему несколько метров, они услышали душераздирающие стоны. Верим. Именно в этот момент они зашли, да, и был тип начисто одетый, так весь чистенький, да, был весь скотчем замотанный, да, конечно, 100%, да, не постанова, не постанова. Такое случается нечасто, но сегодня вечером это произошло еще раз. Джейн лежала в постели и работала на своем ноутбуке, когда появилось что-то заметное краем глаза. Кого? Учитывая, что этот инцидент произошел в доме ее бабушки и дедушки, вместе изобилующем многочисленными старинными предметами. Некоторые из это? этих Что это предметов такое? она считает могли быть проклятыми или населенными призраками. Она боится С чего, если там жили твои бабушка и дедушка, с чего они должны быть проклятыми? Потому что. возвращаться в это место после данного события. Вот эти кадры. Стены крест взял. Сейчас говоришь ты. This thing just moved. Moved. Да ну не может быть, подождите. После Погоди. данного события. Вот эти кадры. This thing just moved. Классная квартира. Кстати, ссылка, ребят, в комментариях оставил ссылочку на зомби Чеза, да, можете зайти в описании, да, ссылочку на зомби Чеза. Можете, кстати, лайк поставить. Я вот всегда забываю, да, я раз вспомнил, оп, сразу лайкосик, поддержал видосик. Говорит, открой рот. Круг мелом нарисовал. Не очень приятная хата. Давай поиграем. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. If you're down, like, you don't care if it's by 5 or it's going to be like, you're just happy that you moved to 2-2. The injury to Parsons, Это как and не you пустить. don't know anything at this point. He just left by a part of the left shoe off. How do you assess what that man feels a lot better if he's Усики разжал. Спокойно совершенно. Там дверь. Ты такой... Взял аккуратненько. Да? Прошу прощения. Вправо. Аккуратненько посмотрел. Разжал. Раз. Раз.
И туда вот так вот, знаешь, без всяких криков лишних, без ничего, вот так вот ее аккуратно раз и катнул. Она такая... «У-у-у-у». Да, такая, с кулачок. И только писюны по стенам везде. Зато никого нет. Все хорошо, живешь дальше. Лег спать и все. Спать просто лег и все нормально. Как будто ничего не случилось. Ноутбук по кускам собрал. Классная вообще квартира, мне очень нравится. The Всем door рекомендую. just moved. Вот сразу вот ошибка новичка, понимаешь? Вот это вот что-то подзаглядывать аккуратно, надо сразу резко врываться. Знаешь, такой в голову немножко в сторону повернул, как будто оттуда звук идет такой. И туда прям. Все, понимаешь? Эффект неожиданности. И только замолчал сразу. Еще раз. Эффект двойного скримера. Что? Ну что, ну нормальная идея. Хорошая. Двойной скример. Да. Are you real? Мать, нормально все с головой? You can do it again. I won't watch. Ты кого хочешь? Ты думаешь, мы долбоёб шли? Именно в этот момент Джейн поняла что-то, что Аккуратненько вот так вот прижал. Можешь еще раз повторить «да»? Дед-то охотником был. Как дуплетом на кабанчика, понимаешь? Как дал так, чтоб в нем дыра, в стене дыра, везде дыра. Зато тишина. Еще, говорит, разочек повтори. Давай я еще раз отвернусь. Давай поиграем. Оп, оп, пошевелился. На по ногам. она видела раньше, было не просто в ее голове, а скорее чем реальным. Каким-то образом манекен начинает двигаться. Только слегка двигаясь, манекен, казалось бы, оживает. Но как ни странно, только когда Джейн не смотрит прямо на куклу. Она как будто изо всех сил старается не попасться, будучи очень незаметной, но видя, что через зеркало ловит это. Она обманом заставляет его показать, что он живой. Теперь в этом видео есть еще кое-что, что зрители заметили. Совпадение или нет. Воздушный шар и дверь двигаются без ветра и сквозняка, сами по себе. Также над куклой появляется тень и вскоре исчезает. Что думаете? В следующем странном Я думаю, что одна канистра сотого бензина решит все вопросы этого дома. И с куклой, и с призраком, и со всем остальным. Да. В коротком видео мужчина Кто со мной солидарен? Лайк и подписка на канал. Все очень просто. Здесь ответ очень простой. занимался курьерской и доставкой, что? когда увидел что-то очень странное в окне дома Так, напротив. курьерская доставка. Мужчина видит странную женщину, танцующую одну поздно ночью. Движение телом и зловещий вид этой фигуры заставило многих испугаться, учитывая, что события произошли около 3 ночи. Кто она? Что-то с ней не так. Одно из размышлений. Почитаю комменты. Сам лично. Вопрос. Для любителей всякие аномальщины и всего остального. Почему все, вообще все паранормальное, вообще все, происходит именно после нулей, после
полуночи, как говорят. Это фиксируется в сказках, во всяких мифах, легендах. Весь движ, вся дичь творится всегда после именно 12 часов. Не с наступлением темноты, а именно после 12. Вот почему так происходит. Очень интересно вообще вот концы найти, откуда это пошло. Очень будет интересно почитать комменты. Попробуем найти. Следующий раз, когда буду смотреть 19-ю подборку, обязательно почитаю комментарии. И ответ на этот вопрос постараемся найти среди нашей огромной аудитории. Какая-то странная бабенка в плане... Следующее видео было заснято на камеру видеонаблюдения, установленной в гостиной. Эта женщина не может объяснить произошедшее. Она только закончила ужинать, как вдруг услышала что-то похожее на скрип, доносившийся со стороны лестницы. Когда это произошло, никого больше не было дома. Вот что произошло. Абсолютно не верю. Деревянные лестницы, старые, новые, имеют очень такую особенность. Они то набирают в себя влагу, то еще что-то. Они постоянно скрипят. Постоянно эта дичь творится. Сколько вы мне кидали видосов в hard.inst в директ, сколько во все остальное. Вот все, что связано с деревянными лестницами, 100% я в это не верю, потому что, ну, ребят, правда, это полная лажа, это как деревянный дом, который постоянно он то рассыхается, то набирает влагу, то летом он начинает это. Короче, вот эта вот вся канитель, она начинается, когда перепад температур. Да, так что... Перепад температуры. Собака просто собака. Hello? Hello. Ну, во-первых, если это монтаж, это очень круто сделанный монтаж. Само собой, разумеется, женщина... Очень странное поведение собаки. Она забилась просто... Вообще, просто она аж бедная потерялась. Она была очень напугана этим, казалось бы, необъяснимым инцидентом. Каким-то образом на лестнице слышен скрип, несмотря на то, что на лестнице никого нет. Ее собака, кажется, замечает это, учитывая, что собака лает, когда слышны поскрипывания. Но самый жуткий из всех звуков – шагов, спускающийся по лестнице в сторону женщины. Что думаете об этом происшествии? Девушка по имени Натали делает несколько живых фотографий на свой телефон со своей племянницей. А там дракон! Гнездо виверны! Невероятно, но факт! Звучит неплохо. На фоне красивых пейзажей, когда вдруг она замечает что-то очень странное. Когда Натали просматривает видео, она замечает, что на заднем плане проезжает велосипед с огромной скоростью. И самое главное, без велосипедиста, сам по себе. На велосипеде без седла еду я. Кругосвет, как говорит, без сидушки. Поехали. Никто не догоняет сбежавший велик. Это видео вызывает очень много вопросов. Да нету вопросов, он летит, велосипед. Вы присмотритесь как следует. Это наложенный кадр, который сзади нее. Он летит, он не дрыгается. То есть, поняли? Смотрите. И никто не догоняет сбежавший велик. Это видео вызывает Просто... очень много вопросов. Короче, наложение и движение картинки. Просто, видишь? Заметили? Группа школьников
Он не прыгает ни по кочкам, ни почему, он просто как летит, короче. Лажа. подруг из Японии слышат Вот это вот подруги, короче, из Японии, это всегда очень страшно, да, там всегда что-то происходит. плач, доносящийся из туалета во Я время буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет. обеденного перерыва. Теперь в Вот женщина, которую люблю. Что? Японии Откуда я эти песни знаю, вы не знаете? Как это вообще происходит? Откуда я их знаю? Как вообще, ну как? Как вот, ну откуда я знаю слова этих песен? Любую, вот любую, которая мне надо угадай мелодию было идти. Сразу, просто раз и все. Не теряйте много времени, потому что время уходит. Как это работает? Какой возраст? Все песни, все, я именно слова знаю. Не припевы, а слова. Откуда? существует и знаменитая легенда девушки по имени Анако-сан. Это молодая Анако-сан. девушка-дух, настроен преследовать школы по всей Японии. Группа подруг заходит в школьный туалет нерешительно, пытаясь выяснить, кто плачет. Разумеется, все произошло внезапно и нехорошо. Говорит, сру и плачу. Нет, говорит, только каловые массы по всем стенам. Говорит, пожилая труба. Прорыв. Учиться, твою мать, надо учиться, понимаете, поработать надо, а они по туалетам шарятся, все, звуки там, кто там плачет, а учиться кто будет, а? Я, дядя Петя, тетя Мотя, сидят они в срокотании этот, уже 5-й час, все, звуки ждут, уроки идут, заразы. Я люблю. Голову надо вниз засунуть. Ты чё, тварь? Ты чё? Ты чё, солнышко? Ты чё, моя хорошая? Это чё за гоблин? Не понял. Я не пойму, кому-то лопатой, что ли, дали по харе за то, что подглядывал. Что происходит тут? А? Девочки уже собираются уйти, когда внезапно слышат громкий хлопок и возвращаются проверить. Хлопок. В одной из кабинок туалета можно увидеть ужасающее Жмыхнуло. искаженное призрачное лицо молодой девушки. Подруги в страхе убегают. Неужели это тот самый призрак из японской легенды? Это шмыга. Следующее Японская видео версия. снято матерью, которая живет Так. в необычном доме, где Необычном кажется, доме. что для ее семьи все стало очень небезопасно, несмотря на то, что она живет в безопасном районе. Именно этот дом вызывает у девушки больше всего беспокойства. По ее словам, что-то есть в этом доме, и это мешает ее семье. Из шкафов, которые были... Я вам рассказываю для всех жителей дома. Дайте, вот можете просто клепануть прям сразу, чтобы потом не было вопросов. Ребята, все очень просто, на самом деле. Понимаете, вы как бы должны быть хозяином в своем доме. То есть произвести аффект, да, понимаете, аффект на призрака, если даже он есть. То есть если открываются двери, полки, все остальное. Понимаете, призрак, он что ждет? Он питается вашей энергией, то, что вы испугаетесь. А вы раз, дверь открылась, а ты раз вот так вот подошел, ну хватит, а? Взял, закрыл, понимаешь? И с ним начать разговаривать. Скажи, дай чайку, чайничек нажми, пожалуйста, а, родной. Чайничек нажми, устал там или устала. Нажми кнопочку там на чайнике. Он раз нажал. Все, понимаешь, вы уже как бы друзья. Вроде ему уже неловко, понимаешь, ему как бы неудобно. То есть неудобняк, он вроде бы думает, то ли шутит, то ли нет. Ну ладно, на всякий случай нажму. Понимаешь? Потом там бутерброды вместе, да, делать. Да.
Потом жену из дома выгонишь. Нахер она нужна, когда у тебя свой призрак домашний есть, да. С ним и поговорить можно, да. Чайничек сделает, все сделает, да. Вот. Женщины, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, правда, ну что это такое? Обнаружены открытыми, когда в доме А потом вместе можно соседей идти кошмарить. Сказать, у меня дома призрак. Заходите, говорит, смотрите. никого не было, доносятся странные звуки. Потом бизнес свой открыть, допустим, дом призрака, да. С ним договорился, раз ему копеечку там, я не знаю, молока ему в миску налил, все, он пугать всех будет. Как бы это, как барабашка домашний. Одной ночью можно с уверенностью предположить, бизнес. что семья была в напряжении с тех пор, как въехала в этот дом. Больше всего в этом доме страдает ребенок. В его комнате постоянно Да, я прям происходит вижу, как он что-то страдает. странное. Что? Это видео один Что? из немногих необъяснимых случаев в этом доме. Ну где он страдает? Ложи матрас. Ну, застилает матрас. В чем страдание-то? А? Стоп. А вот это что такое? Вот здесь мне это интересно. Оп, 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 по кадрам. 3, 4, 5, 6, 7. Мне интересно, сколько кадров там. Опа! Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот он появился. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Монтаж 100%. Стопудово. Один палец Внезапный черный. источник шума и движения Почему один палец черный? Дверью, что ли, придавило? предметов самих по себе. Девушка проверяет, но не может понять, как это возможно. Женщина по имени Фелиция сняла на видео Не что-то, понял. что оставило ее в шоке на долгое время. Что? Просмотрев это видео несколько раз, она до сих пор Это чисто, когда зашел в телеграм-канал Hard Insight, да, и увидел то, что уже, оказывается, стрим идет как 2 часа, понимаешь? И все, и шок-контент, да, кстати, заходи тоже, чтобы не пропускать стримы, чтобы как пес не втыкать. не может понять смысла этих кадров. Мы видим, как Фелиция играла со своей собакой на заднем дворе, прежде чем внезапно это происходит. А, там мячик во рту. Почти. Забавно выглядит. Легко пропустить в первый раз, но после повторного воспроизведения отснятого материала Здесь, что ли? и усиления звука вы слышите это. Причина испуганной реакции Фелиции теперь ясна. Бестелесный голос говорит с ней. Внимательно прислушавшись, это звучит так, как будто он говорит ей «Get out, убирайся». Понятное дело, Фелиция испугалась и забежала в дом. Она оставила дверь открытой для своей собаки, но та по какой-то причине не хочет заходить внутрь. Был у нас один такой случай на заброшечке, да, который мы по сей день, кстати, объяснить не смогли. Тоже веселились, пока не наткнулись на этот момент. Но, как говорится, необъяснимо, но факт. Да, давай, не скучай. Спасибо за лайк.